Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, события на пороге марта. Давайте узнаем, каковы события с первых недель месяца. 3 главных события. И энергетика марта призывает нас всех быть милосердней к самим себе, позволить себе право ошибаться и идти дальше, преодолевать условности, проживать более спокойно наши эмоции, осознанно подходить к тому, что не все в жизни получается, и жизнь-то наша, она не бывает полностью предсказуема. Энергии Марта, они могут напоминать вот такие эмоциональные качели, которые буквально в первые дни марта нас могут захватить, чем-то вдохновить, а уже в последующие 2 дня подталкивать, действовать импульсивно. Вот такая волнообразность наших эмоций может сохраняться в течение ориентировочно 2-3 недель месяца. И, опять же, ориентировочная ситуация выравнивается к дню весеннего равноденствия 20-21 марта. И еще 25 марта начинается коридор затмений, с лунного затмения в весах. И этот баланс может пробыть до 8 апреля, забегаем немножко вперед. Это будет новолуние и солнечное затмение в знаке Овен. Мы помним, что лунные узлы у нас на оси Овен-Весы. И последующий месяц апрель, с учетом как раз коридора затмений в знаках лунных узлов, может нас озадачить несколько как и метаморфозами, так и, мои дорогие, неожиданностями. Это может означать для нас, что нам придется делать какой-то либо важный выбор, или в той ситуации, которую она должна быть продолжена. Что-то мы не сможем исключить. Принять какие-то важные решения, определиться или адаптироваться к чему-то, как будто тоже придется. Но давайте мы пока не будем забегать далеко. Это я уже так планетарно сказала, потому что апрель, не совсем простой месяц. Опять же, это теоретически. Понятно, что у каждого все равно своя жизненная история, и поэтому будем реалистами, правда? Наш расклад будет означать как 3 главных события, так и 2 важных вопроса. Что придет, что уйдет. Вот такие карты мы с вами сразу же и достанем. Что для вас, Козероги, в марте месяце придет? А что уйдет? С чем вы, может быть, сами захотите проститься? Или какую-то ситуацию начнете и закончите в течение марта месяца? Или может быть какой-то вопрос, когда даже не захочется заниматься, потому что вы не увидите перспективы. И 3 важных события, 3 главных события для козерогов на март месяц. После мы раскроем эти карты. Или сфера жизни, где это может проиграться. Итак, что же придет? Решение. Вообще возможности. Туз жезлов – это когда вы уже знаете, как действовать. И, что немаловажно, или еще более важно, как не действовать, или от чего-то вы, в глубине своей души или ментально можете отказаться, что вот эту историю я не буду продолжать. Или в этих отношениях я точно не вижу никакой перспективы. Или вы можете принять важное решение по поводу работы, что меня заинтересовала какая-то новая тема или сфера деятельности. Все, я теперь буду учиться. Буду учить языки, потому что я хочу переехать. Или вот подобные какие-то ваши решения окончательные, и словно вы уже можете себе тезис-план составить. Правда, вы с чем-то словно определяетесь. По сути, есть еще и к этому возможности. Значит, обстановка вокруг вас может подводить к итогу какому-то. И на что-то вы решитесь, мои дорогие козероги, точно. Давайте, что же уйдет? А вы знаете, какая-то может уйти, хотя вам это не совсем свойственно, как беззаботность, или вот знаете, когда мы живем одним днем. Вообще прекрасная карта, рыцарь кубков, но она не на долгий период. Это когда действительно мы умеем, с одной стороны, это прекрасное качество, радоваться в моменте здесь и сейчас. Но, может быть, какие-то вопросы, которые для вас будут очень важны к осуществлению или реализации каких-то ваших планов, когда не захочется мечтать, вот может быть и так, захочется наоборот какой-то конкретики, быть реалистом или добиться своего. Не хочется как будто, знаете,
сегодня каких-то эмоций, таких всепоглощающих, радостных, с осознанием того, что завтра это рано или поздно закончится, наступит какой-то серый день или серые будни, и для меня это будет как-то тяжеловато. Даже разрезе одного дня, как будто праздника может не захотеться, а как раз захотеться того праздника, что продолжительный. Все-таки рядом у нас туз жезлов, и это всегда определенное или вдохновение, или как эврика, или какой-то инсайт. Это то дело, которое нас захватывает с головой, или какой-то проект. И у каждого по-своему. Для вас новые возможности, ведь правда открываются. Поэтому, а вот то, что мимолетно, ненадежно, или, может быть, для кого-то из вас, мои дорогие козероги, состояние влюбленности. Есть какой-то союз, но он такой в разрезе мы встретились или повстречались, потом расстались без обязательств, или какие-то легкие, мы говорим, да, отношения. Вот этого вам тоже не захочется. И если подобные отношения есть, вы можете их пересмотреть. Давайте посмотрим, каковы же события, 3 главных по королю кубков, события вашей семьи. Пусть у нас выпадает король, и это неважно, какая стихия, хотя, может быть, конечно, и у вас конкретный человек, который рожден под знаком стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент, или по луне. Кстати, человек может сам не знать свой асцендент, поскольку для этого нужно знать точное время рождения. Но где-то вот в таких энергиях это те люди, которые лояльны к миру, они дружелюбны, но они умеют управлять своими эмоциями. Там, где эти эмоции нужны, любовь, личная жизнь, нежность, ласка, король кубков с удовольствием это проявляет. Но там, где нужна холодность суждения, рационализм и даже где-то жесткость. Материализм, все-таки богатство, счастье строится на том, что король кубков настойчиво выстраивает материальную базу. Поэтому где-то отношения, финансы. Вот такие вопросы могут быть на повестке марта. Может быть, это связано с родственниками. У кого-то это вполне вероятно, я допускаю вопросы наследства, к примеру, или каких-то согласований, или родственники вашего супруга. Может быть, в целом понимание семьи, и вам придется семейные какие-то вопросы тоже решать. Или ваша личная жизнь. Куда идут наши отношения, вот такое тоже. Вполне, может быть, вам захочется задать себе вопрос. И если мы говорим, что уходит или как проигрывающая сила, вот эта самая легкость, беззаботность, ну, насколько беззаботность присуща Козерогу? Наверное, нет, вы люди все же основательные. Но если бы вы, допустим, допустили, и у нас переворачивается карта шута, так вот, если бы вы допустили, что какой-то период, да, я не хочу строить каких-то далеких планов, а вот здесь все-таки вам захочется больше конкретики, стоит ли вообще даже какую-то, ну, такую историю не с большим продолжением, а строить, может быть, из каких-то легких отношений что-то более доверительное, тоже есть вопрос. Знаете, хотя для кого-то из вас ведь могут проиграться те отношения, которые сложились, вы захотите перевести на новый уровень, все-таки переворачивается именно в тот момент, когда я по личной жизни говорю, нулевой аркан. И это всегда начало. Хаос перед началом творения. Может быть, этот какой-то, как хаос, неразбериха, отчасти или участие из вас, мои дорогие козероги, присутствует в личной жизни, и тут с чем-то захочется разобраться, чтобы, ну, где-то, с одной стороны, не сглупить, безусловно, по этой карте, с другой стороны, и чего-то не упустить, ведь это сами по себе возможности. И с учетом еще и туза жезлов мы говорим, возможности они как будто есть. Вам захочется драйва, между прочим, вполне вероятно. И туз жезлов где-то этому соответствует. Я допускаю, если мы говорим про материальную составляющую, для кого-то из вас новые способы заработка тоже на повестке дня будут немаловажны. И тогда король кубков будет говорить нам, подсказывать о том, что быть дипломатом будет в течение месяца очень важно. Вот давайте мы поясним немножко эту карту, чем дело кончится. Шикарно.
У кого-то, правда, либо переезд, либо далеко идущие планы, либо смена профессий, смена вашей сферы деятельности, когда придется что-то изучать или стать популярным. Кто-то из вас, может быть, даже блогерством занимается или займется, и здесь тогда продвижение. Вы, правда, можете стать популярными. Или захотите заработать денег, пожалуйста, золотой телец. Здесь вся энергия в этой карте. Захотите власти, пожалуйста. Хотите путешествовать, тоже как будто нет преград, нет ничего невозможного. Но, по сути, старший аркан последний, подведение итогов, чем дело закончится, мы спросили, каким-то очень впечатляющим итогом или в результатом приложенных вами ранее усилий. Для кого-то, правда, переезд может означать конкретно очень далеко, в другую страну, и вы будете собирать информацию, изучать язык, готовиться, где я буду работать, чем я буду заниматься. Вот такие на злобу дня вопросы будете решать. И как будто складывается-то у вас очень неплохо. Дело закончится очень продуктивно, с какими-то новыми возможностями, с новым статусом, с новым заработком, с новой, ну, знаете, как вашей экспертностью или популярностью. Чем сердце успокоится? Новые начинания, само по себе вдохновение, когда по пажу Пентаклей мы отстраиваем, ну, где-то не то чтобы с нуля, но вот с одного Пентакля наше благополучие. И значит, мои дорогие, даже для тех, у кого патовая ситуация по финансам, в марте будет какая-то возможность. Но ваша задача, все же у нас туз жезлов, не всегда это то, что мы прогнозировали. Это часто иррациональное, или та возможность, которую мы не ожидали, или в том контексте, в ключе, когда тоже для нас это, ну, наверное, не совсем привычно. И тогда нужно как будто себя попробовать в новом деле, чтобы не упустить какую-то возможность. Как и последующим хороших заработков. Паш Пентакли – это нам карта говорит на будущее. И будущее, которое вы отстраиваете сами, причем уверенно, надежно, благодаря приложенным вами усилиям и, конечно, вашей настойчивости. Без настойчивости ничего в жизни не получается, это правда. У кого-то, чем сердце успокоится, вопросы детей, может быть, да, все же у нас здесь выпадает король кубков, мы говорим про семью, про родственников, может быть, вы что-то с детьми будете решать, обучение, может быть, вопросы детей, или дети куда-то переезжают, и так тоже может быть, а вы следом за детьми, правда? Семья, дети, материальные вопросы, вопросы имущества или вашего продвижения, вот это в центре практически марта месяца вашего внимания. Карта совет. Быть рациональным, видеть правду, ничего кроме правды, не поддаваться на уговоры, ни с кем не советоваться, не думать, что если какой-то вариант предлагают, и он выглядит заманчиво, значит сразу можно доверять. Нет, нужно просчитать, найти дополнительную информацию. Я бы сказала, себя все время подстраховывать. И если вы сталкиваетесь с теми людьми, которые, вот такое может быть, бунтарь без причины, есть такое значение в этой карте, и она может означать даже одну как совет отчасти, если вы сталкиваетесь с представителями власти или каких-то контролирующих органов, держите марку, будьте дипломатами, и практически любое дело, как есть поговорка, в шляпе, то есть любой вопрос вы можете решить. Но ваша задача быть реалистом. Может быть, поэтому проигрывающая сила, как раз рыцарь кубков, это где-то беззаботность, но нет, тут не получается. Второе событие, от чего-то не отказаться. Я вот говорила, что с учетом туза жезлов, это те возможности, которые не таким обычным стандартным путем или так, как вы себе это представляли, приходят. И по четверке кубков первое – отдохнуть, потому что часто усталость проходит по этой карте, когда мы из-за усталости не видим перспективы, или у нас нет настроения, или сложно нас к чему-то, самих себя, ну, или заставить, или уговорить на что-то. И мы можем отказаться от каких-то возможностей. Вот для вас тема не отказаться, мало что увидеть, успеть с чем-то провзаимодействовать, с какими-то возможностями, как знаете, которые как альтернативный вариант, но где-то и недолго думать. И, безусловно, отдыхать, потому что уставшие люди
делают ошибки. Чем же дело кончится? Что же это такое? Мне интересно. Вы знаете, тут у кого-то начинает получение должностей или построение карьеры. У кого-то это может даже удастся буквально в марте, а у кого-то это как, знаете, фундамент вы будете закладывать своего нового жизненного сценария. Или когда изменится ваш статус, мои дорогие. У кого-то через личную жизнь такое тоже может быть. Может быть, мои дорогие козероги, есть те вопросы, которые нужно согласовывать с такими императорами. Это высокие инстанции, это чиновники, представители власти. И карта нам о чем говорит? Сердце успокоится, или чем дело кончится, извините. Дело закончится, если ты будешь уважать власть, какую-то структуру, порядок. И тогда власть уважает вас. Взаимодействие, не прыгать через голову, даже идя в кабинеты, значит, нужно пройти, опять же, ступенчатость вот эту иерархической лестницы, и тогда вы быстрее решите какой-то вопрос, и тогда дело-то и закончится, как будто нет смысла перепрыгивать через эти ступеньки, мы все равно неизбежно вернемся назад и будем где-то разочарованы. Делайте все последовательно по порядку, так как ваш Сатурн вас учит, мои дорогие. А Плутон-то уже тот за 20 лет и подавно натренировал. Здесь есть возможность великолепная не просто что-то создать, совершить, решить или решиться, мои дорогие, так еще это все документально оформить, как будто запротоколировать, подписать, поставить нужные печати и зеленый свет, чем сердце успокоится. Правда, как для кого-то переезд возможный. Может быть и недалеко, а для кого-то и далече. По 8 кубков это может быть какая-то проблема, из которой мы ищем выход. И мы по этой карте находим. Для кого-то из вас это будет, правда, смена сферы деятельности. Или вы, может быть, вот-вот закончите учебное заведение, вы будете готовиться уже к труду, да, где я буду, на каком поприще себя проявлять свои таланты. И эта местность может быть тоже достаточно на отдалении каком-то, и вы будете что-то согласовывать, узнавать. Знаете, вот не отказаться от чего-то. Посмотрите, когда вот в таком сочетании выпадают карты, это новые возможности. Человек у нас повернулся спиной практически к прошлому. И может быть вот эти кубки, пусть часть как будто разлилась, но есть и полные, но человек даже не хочет оборачиваться. Мне не интересно, что было в прошлом. Я иду вперед. Вот этим сердце успокаивается. Карта совет. Карта шута. Как ни крути, правда, новые начинания, новые возможности. Умение из какого-то хаоса или какого-то, кавардака такого, условно, конечно, словесно я применяю такой эпитет для того, чтобы характеризовать, что много непонятностей каких-то может быть или тысячи неопределенностей. Но я иду вперед, я все равно создам свою структуру, порядок, свое счастье, свое место под солнцем. Я все равно найду способы самореализации, но для кого-то конкретно. Я получаю новую должность, и мне нужно как будто влиться в коллектив или разобраться, каковы мои функции. Или я переезжаю в новую местность, и мне тоже надо как бы с нуля отстроить свой социум, где определиться с местом проживания, с местом работы. Для кого-то из вас смена статуса происходит, еще по, допустим, личной жизни. Вы тоже куда-то перемещаетесь. И тут по нулевому аркану, да тоже много что ж с нуля. И где-то приспособиться к новым условиям, адаптироваться, назовем красивое слово. Как и найти работу, как и себя где-то не потерять, да, в новой обстановке. Ведь это тоже важно. Адаптация быстро не проходит, это точно. Поэтому мы можем себя чувствовать как новички в каком-то деле. Поэтому не делайте больше одного шага за раз. Надейтесь где-то сами на себя. Хотя, скорее всего, какая-то поддержка у вас точно будет. 3 событие. Классное событие. Карта мага. Да все, что вы хотите. Но мы говорили с вами, быть дипломатом, про взаимодействовать правильно. Вот великий манипулятор, маг. Все, что он задумает, он воплощает в жизнь. Он просто ставит перед собой цель. Да, он идет вперед. И, может быть, придется где-то подкорректировать планы.
но как будто вот это намерение, оно должно быть осуществимо точно. Вот такие энергии и сильная позиция у вас в марте. Может быть, эта карта говорит все-таки третья позиция. И если мы разделим март месяц на декады, ближе где-то как раз к 25 марта, коридору затмений, какая-то история у вас может проясниться. Или вы словно новую тактику себе зададите. Буду магом. Может быть, буду серым кардиналом. Почему нет? И надо сказать, маг ведь он действует, ну так, не открыто. Но все думают, что они принимают, окружающие, я имею в виду, что они принимают сами решения. На самом деле он умеет вот так согласовать, обойти какие-то острые углы, чтобы незаметно решить ситуацию по-своему, в свою пользу. Где-то у вас будут такие энергии, значит, будут и возможности, и то, что вы задумали, мои дорогие козероги. Да, пожалуйста, вам подвластно все, чем дело кончится. Радостью, приятными эмоциями. Может быть, сама по себе карта приятных впечатлений, приятных новостей, радостных событий. То есть вот что-то вас будет радовать, это факт. Чем же сердце успокоится? Может быть, вам будет более комфортно в этих энергиях, мои дорогие козероги, как ни странно. Сердце успокоится, как будто справедливость нам выпадает, и когда мы делаем все по правилам. Для кого-то из вас эта карта будет означать, если были суды, они могут подойти к финалу. С другой стороны, это и вы сами можете инициировать где-то процесс какой-либо, если вы с чем-то или с кем-то не согласны. Я могу это предположить. Давайте карту совет. Вообще нам по этой карте говорят, держи баланс. Это первая, и какая же карта? Не торопись. Королева кубков. Интересно, у кого-то меняется личная жизнь и все остальные сферы жизни, что финансы, что работа, что возможности меняются. У кого-то наоборот, все же аркан император, меняется ваша сфера деятельности, возможности. Может быть, от этого будет зависеть поездка или переезд, и тогда поменяется личная жизнь. Есть какая-то взаимосвязь между сферами нашей жизни. Не торопитесь, нам будет говорить в целом карта. Ну и правда, маг, он тоже никуда не торопится. Но, мои дорогие козероги, вы не должны оплошать и сделать что-то, надеясь на счастливый случай. Все действия должны согласовываться как с законом. Иными словами, не должно быть тех ситуаций, когда вы на что-то согласитесь, а в последующем останетесь один на один решать какую-то проблему. Или, может быть, в марте о себе напомнит тот вопрос, когда вы уже им занимались прежде, и в зависимости от того, что вы сделали, как вы выполнили. Если вы что-то сделали хорошо, то здесь вы получите отклик, или вам тоже кто-то придет на помощь. Пусть это не конкретный человек, которому вы, допустим, помогли. Иногда это как пространство, вселенная помогает руками других людей. Но если мы сделали что-то так вот не очень красиво, ну так и на душе у нас будет так себе, и нам придется какую-то проблему решать, может быть, подстраховываясь, подключая адвокатов, такое тоже может быть. Одним словом, ну, где-то хитрить, манипулировать придется. Может быть, обстановка или вопрос таков. Или вы захотите добиться как будто своего, или добиться справедливости. И тогда, вот если конкретно вы, к примеру, мои дорогие козероги, есть какая-то тема, когда я не могу доказать, и вы решаете сами действовать через суд, тогда запаситесь терпением. Тут ведь у кого-то может быть и личная жизнь. Тогда вам придется быть искусным магом для того, чтобы, если вы, к примеру, хотите что-то решить быстрее, значит, придется договариваться. Но, в принципе, где-то могут и хитрить. Все же королева кубков у нас раньше изображалась как королева-русалка. Это та, которая заманивала рыбаков и моряков на пучины морские, обещая им любовь и несметные сокровища. По сути, кто? Манипулятор. Вы сами можете с такими людьми или с ситуацией столкнуться. И поэтому дважды, повторюсь, как и должно согласовываться с законом, но так и с другой стороны, как будто карта советует быть более гибче.
чтобы какой-то вопрос не затянулся сверх всякой меры. Или, если есть возможность договориться, то это тоже было бы неплохо. Иначе решение какого-то вопроса может где-то растянуться по времени, и вам придется ждать. Может быть, и об этом говорит карта, но в целом, мои дорогие козероги, у вас новые перспективы, новое качество жизни, у вас сильная позиция. У кого-то третий ряд карт будет просто означать, что придется изучить закон или держать вот этот эмоциональный баланс. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.